Если вы любите фортепиано, но игра для вас это скорее увлечение, чем профессиональная карьера, у меня для вас есть кое-что интересное. В этом видео мы поговорим о 8 привычках и ритуалах, которые помогут вам не только улучшить свою игру, но и получить больше удовольствия от занятий. И, конечно, не обойдемся без маленьких секретов от пианистов прошлого и настоящего. Итак, поехали! Первое. Регулярные занятия даже по 30 минут. Не обязательно заниматься часами, когда нет такой возможности. Даже 30 минут в день могут существенно улучшить вашу технику и состояние произведения, над которым вы сейчас работаете. Высиживание ради подсчета часов, когда хвалятся тем, что, мол, занимаются по 6 часов в день, а результат минимальный, это гиблое дело. Если так долго сидишь, значит не умеешь работать над произведением, не знаешь приемов, гоняешь туда-сюда то, что уже и так получается, вместо того, чтобы работать точечно и над самым болезненным. Как вы поняли, главное – регулярность и правильная методика работы. Будь то предварительный анализ текста, черновой разбор нотного текста или уже художественная работа. Регулярность и правильные приемы. Они гораздо важнее продолжительности. А структурирование работы над произведением, этапирование, деление на определенные стадии, их отличия и тому подобное я рассказывала в нескольких видео. Это очень большой пласт методических приемов и техник, и в 2 словах не расскажешь, так что прикреплю ссылки. Дальше ваше дело. Хотите – применяйте, хотите – просиживайте штаны и теряйте время и дальше. Таким образом, если у вас мало времени, а позаниматься сегодня обязательно нужно, сосредоточьтесь лучше на одном конкретном аспекте – разборе трудного места или художественной работе. И везде свои приемы и техники. Ими нужно владеть. И это принесет больше пользы, чем бессистемное занятие. Так вы выучите качественнее и быстрее. Второе. Ведение музыкального дневника в Obsidian. Obsidian – это мощный инструмент для организации ваших музыкальных заметок. Вы можете фиксировать свой прогресс, это очень интересно и мотивирующе. Можете составлять списки произведений, которые хотите разучить, вести свой музыкальный дневник и даже анализировать свои ошибки. Какие приемы сработали, а какие нет. Obsidian – это целая система для организации ваших мыслей. Например, у меня в планах создание отдельных страничек для каждого моего ученика. Буду составлять репертуар, фиксировать прогресс, например, записывать, какие произведения разучивает, сколько времени тратит на каждую, какой прогресс в развитии технического аппарата, на каком этапе теоретический курс, что удалось улучшить, что пока не получается и так далее. Я уже создаю там свой космический корабль, свою базу знаний, свой второй мозг, граф которого вы видите сейчас на экране. Сохраняю тексты видео, постов, аналитические заметки о произведениях, другие теоретические материалы, пометки об интерпретации, свои курсы и так далее. Там очень много возможностей, плагинов, тем. И хорошо то, что каждый может создавать граф своего звездного неба под себя. Вы же, как вариант, можете делать списки своих музыкальных целей, создавать коллекции цитат любимых музыкантов, создавать шаблоны для каждого рабочего произведения, где вы будете записывать название, композитора, сложные места, динамические и ритмические особенности и так далее. Такой подход упрощает практику и позволяет сохранять в памяти своего второго мозга то, с чем работали. Мозг должен генерировать новые идеи, а не просто сохранять старые. Я хочу попробовать подсадить на это и своих учеников, чтобы не только я, но и они вели свой дневник пианистического развития, чтобы лучше понять себя. Так как хотите вы этого или нет, прогресс будет пропорционален качеству и количеству затраченных усилий. Третье. Разминка перед занятием. Не забывайте о подготовке вашего пианистического аппарата перед каждым занятием, чтобы не тратить лишнее время на исправление технических трудностей и доведение сложных мест до идеала.
Ганон или другие упражнения как раз являются той самой волшебной таблеткой, на которую один раз подсел и всю жизнь сидишь, добавляя дозировку. Ваши руки – спортсмены. Их нужно готовить к работе. Они должны быть в форме. Уделите 15-20 минут на разогрев обязательно. Я предлагаю вам комплекс упражнений Ганона. Разобрала по специальным формулам 33 упражнения. Без нот, по формулам вы можете пробовать работать над своим пианистическим аппаратом. Помимо упражнений это могут быть гаммы, арпеджио с аккордами, то есть гаммовый комплекс как вариант. 7 лет назад снимала видео о сборниках упражнений других авторов, они также для развития техники пианистов. Это видео до сих пор актуально, вечно зеленое. В нем рассказываю о сборниках упражнений для пианистов Карла Таузига, Ференца Листа, Йоганнеса Брамса, Альфреда Корто, Маргарет Лон, Карла Черни, Теодора Кулака, Йозефа Пишны и многих-многих других. Не только Ганоном будешь сыт. Остальные тоже подкинут, было бы желание развиваться. Но важно играть их очень сосредоточенно, внимательно отнестись к ритмической точности и звукоизвлечению. 4. Умение распределять время. Тайм-менеджмент помогает эффективно использовать даже ограниченное время на занятия. Работайте с умом. Выделяйте конкретные блоки времени для разных задач. Если сами не следите за временем, используйте, наконец, таймеры или приложения, такие как Помодоро, например. 15 минут помидорки на технику, упражнения, гамма, арпеджио, одним словом, гаммовый комплекс. 30 минут разбор нового произведения. 30 минут работа над одним из старых, которые уже в работе. 15 минут снятие на слух и подбор композиции, ноты, которые вы не нашли, например, но очень хочется прикоснуться к этим интересным вкусным гармониям. Вот вам и 1,5 часа. Короче говоря, используйте таймер, чтобы не увлекаться одним видом работы, а запланировать и успеть несколько. 5. Мини-ритуал перед началом работы за инструментом. Создайте свой ритуал. Это может быть зажжение свечи, чашка чая или просто глубокий вдох. Например, Чайковский всегда начинал свои занятия в тишине, чтобы настроиться. О ритуалах композиторов для творческого вдохновения я рассказывала в отдельном видео, а там чего только не было. Блестящие предметы, холодная вода, красивая одежда, палящее солнце и так далее и тому бесподобное. Как говорил Натан Перельман, колдовство в искусстве ненаказуемо. 6. Слушайте записи великих пианистов. Это не только вдохновляет, но и помогает развивать музыкальный вкус. Но делать это нужно с умом. Почему нужно слушать великих? Они сочетают виртуозность с выразительностью, создают неповторимый звук. Например, Ференц Лист был известен своей феноменальной техникой, но при этом он всегда стремился и к эмоциональной насыщенности в исполнении. Его мы, конечно, послушать сейчас не можем, но можем Горовица. Владимир Горовиц отличался невероятной глубиной и четкостью пассажей, но в то же время его игра была наполнена скрытыми тонкостями. Артур Рубинштейн был известен своими интерпретациями музыки Шопена и Листа, был известен своей почти вокальной фразировкой. Рихтер славился трактовками Баха, Бетховена, умением добиваться поразительной мощности звучания. Марта Аргерич, в свою очередь, славилась своей виртуозной прозрачной педализацией, которая заключала кристальную чистоту ее исполнения. Эмиль Гиллис отличался философичностью образа, тяготением к масштабным образам, эпическим образом. В свою очередь, Марта Аргерич славилась своей способностью к импровизационным отклонениям от авторского текста, которые не порицались, так как придавали ее игре особую свободу и спонтанность. Глен Гульд
Про него я снимала отдельное видео. Интеллектуальность, аналитичность, но оригинальная интерпретация. Прослушивание таких записей – исключительно полезное занятие, бесценный источник вдохновения. Попробуйте, но подходить к этому нужно с умом. 7. Создавайте свои музыкальные маркеры в Obsidian. Записывайте идеи для интерпретации произведений как раз после прослушивания великих. А может быть, это будут какие-то интересные аккорды, фразировочные гармонические обороты, необычные ладовые приемы и так далее. Сохраняйте все это. Если вы пишете музыку, это поможет вам увидеть музыку с новых сторон, подтолкнет вас анализировать, сопоставлять стили, находить новые краски. Советую вам покопаться, например, в композиторских аккордах. Что это такое? Кратко. В музыкальном композиторском мире существуют аккорды и даже целые гармонические обороты, которые настолько характерны для стиля определенного композитора, что их ассоциируют с его именем. И такие композиторские аккорды, их еще называют именная гармония, это своеобразные визитные карточки их творческой манеры. Например, прокофьевская доминанта, рахманиновская субдоминанта, шопеновская секста, бартоковский аккорд, прометеевский аккорд, мессиановский доминантовый аккорд, аккорд Стравинского или аккорд Петрушки. Зачем это нужно и почему важно для общего развития музыкантов? Имхо, конечно, знание таких аккордов и их функций помогает понять особенности композиторского стиля, расширить свою палитру гармонических средств для композиторов и импровизаторов. Так что пользуйтесь, чем нас одарили музыканты прошлого. Там очень много крутых фишек и неиспользуемых идей. Короче говоря, будьте как Джоаккино Россини. Дайте мне счет из прачечной, и я положу его на музыку. 8. Практикуйтесь медленно. Медленная игра помогает услышать каждую ноту и проработать, до мозга и костей вникнуть в трудные места, а не просто забалтывать в надежде, что на 100-й раз получится. Еще в 1986 году Владимир Самойлович в интервью для The New York Times сказал: «Медленная практика – это путь к скорости». Ну уж кого-кого, а его-то вы можете послушать. Что для этого можно сделать? Остановить своих лошадей, остановить темп на метрономе чуть ниже и сосредоточиться. Пробуйте новые подходы, ищите свой стиль. Не обязательно быть универсальным, мы все разные, нет одинаковых людей. Мы созданы не под копирку, потому и музыка, которая нам близка, также индивидуальна. Если вам нравится та музыка, которую мало кто исполняет, супер! Используйте это преимущество, чтобы продвинуть ее. И этим сейчас занимается, например, наша любимая Юджа Ван Юдзя. Она исполняет на бисах те произведения, которые мало известны и не так заезжены, как Шопен, Лист, Чайковский и всякие полеты шмелей. Проехали, это уже слышали. В свое время Артур Нигер сказал: публика не хочет новой музыки. Главное требование, которое оно предъявляет композитору – быть мертвым. И он прав, так и есть. Консерватизм старперов этих уже в печенках. Болото. Кто-то должен был стать Шонбергом, а так как других не нашлось, им пришлось стать мне. Ну и главное, если я не занимаюсь на фортепиано 1 день, это замечаю я. Если я не занимаюсь 2 дня, это замечает моя жена. Если я не занимаюсь 3 дня, это замечает весь мир. Напишите в комментариях, какими ритуалами пользуетесь, какие работают или перестали уже работать. И помните, способному все легко, талантливому все трудно. До встречи в следующем видео. Ставьте лайки, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои видео. Всем пока!